эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о перебежчике Владе, который перебежал в Белгород из Германии. А пока бежал в Белгород, в России заскочил в Калининградскую область и в Калужскую область. Ну и потом добрался до Белгородской области. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить, чтобы вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну а если вы это сделали, захайпите это видео. Было бы очень хорошо. Ну и конечно, заходите на канал Fuchs aus Deutschland. Прекрасно рассказывает про Германию и про Россию. А также заходите на канал «Самое важное» с Эрихом Вайсом. Заходите и на мой телеграм-канал. Там становится все интереснее и интереснее. Людей прибавляются, пишутся очень интересные комментарии. Ссылка в описании. В последние месяцы в YouTube все чаще появляются видео русскоязычных семей, которые уехали из Германии в Россию. Они рассказывают, как им хорошо дома и как там стало грязно и неуютно. На первый взгляд просто личные истории, но если присмотреться, это аккуратная, мягкая пропаганда, рассчитанная именно на тех, кто устал от политики и хочет просто жить спокойно. В этом видео семья рассказывает, как они переехали из Германии в Белгородскую область. По их словам, в Германии стало грязно, опасно, все не то, а в России чисто, тихо, душа лежит. Они уверяют, что не интересуются политикой, но при этом повторяют знакомые нарративы российских телеканалов. Это идеальный пример того, как бытовой контент превращается в инструмент мягкой пропаганды. А теперь цитата от Влада. В Белгороде тишина, как будто нет войны. И вот видите, теперь даже Влад сказал, что идет война, а не СВО. Потихоньку начинает доходить и до этих перебежчиков, что в России идет война. Ну и конечно, нам надо не забыть контраст. Там плохо, здесь хорошо. Классический прием пропаганды – противопоставление. Там грязь, холод, бюрократия, чужие. Здесь уют, доброта, свои. Даже если речь идет о бытовых мелочах, они складываются в мощный эмоциональный образ. А эмоции, как известно, сильнее фактов. И вот что Влад говорит, цитата. В Германии стало грязней, все не наше, чужое. И что можно сказать? А можно просто сказать, что если ты в Германии живешь, и ты вмешиваешься в политику, то эта политика относится и к тебе. Но в России, если ты вмешиваешься в политику, то политика может тебе дать по носу и сказать: не вмешивайся, тут есть люди, которые лучше тебя знают, что надо делать. Ну а следующий прием всей этой пропаганды: мы вне политики, мы не следим за политикой, повторяют герои. Все герои повторяют: мы не следим за политикой. Но тут же говорят, на Западе все идет не туда. Отказ от политики сам по себе становится политическим жестом. Так создается иллюзия объективности, будто они просто делятся личным опытом, а не повторяют государственные нарративы. Цитата от Влада. Мы не интересуемся политикой. И так все понятно, что к чему идет. И так все понятно.
это ключевая фраза каждой пропаганды. И эта ключевая фраза освобождает человека от необходимости думать, сопоставлять, сравнивать и делать выводы. Ну а теперь поговорим о эмоции. Например, дом, свои, душа. Самая сильная манипуляция – ностальгия. Герои говорят: хотим жить среди своих. Душа лежит здесь. Тут все по-настоящему. Это апелляция к чувству принадлежности, безопасности. Но внутри нее простая идея. Запад чужой, Россия своя. Так формируется идеологическая граница. Даже слово идеология не произносится. Ну и, конечно, цитата от Влада. «Я не хотел жить в немецких деревнях. Я хочу жить среди своих, русских». И вот вы понимаете, вот он хочет жить среди своих русских. И он потащил свою фамилию, свою семью, потащил с собой в эту Россию. И вот тут мы опять понимаем, что все эти перебежчики, которые жалуются, что они не виноваты, что их еще детьми увезли в Германию, и что никто их не спрашивал. Да, у некоторых это было так, но у многих это не было так. Например, у Влада, он сам рассказал, что он уже был совершеннолетний, и он уже работал, и не получал зарплату, и поэтому он побежал в Германию. А сейчас своих детей он потащил за собой в Россию. Он не спросил их, хотят они туда, не хотят они туда. Он их просто потащил. Ну а теперь я сделаю вывод из всего вышесказанного. Такие видео не выглядят как пропаганда, но именно в этом и сила. Здесь нет лозунгов, только уют, дети, домашний свет. Но за этим уютом скрывается четкая система сигналов. Запад упадок, Россия духовная альтернатива. И чем тише подается этот посыл, тем глубже он проникает в сознание зрителя. И вот что я нашел в интернете про такую пропаганду. Эта пропаганда называется мягкая пропаганда. Это не крики, это шепот, который кажется правдой. Ну а теперь я расскажу, какая у нас сегодня погода. А у нас сегодня было и тепло, и холодно, и снег был. Но все прошло, и стало тепло. Очень тепло. Плюс 15 градусов. Ну а теперь вы расскажите, какая у вас погода. Пишите в комментариях, рассказывайте про вашу погоду. Ну а теперь я попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Но если вы это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. А если вы на колокольчик нажали, то не забудьте захапить это видео. Я знаю, вам это видео понравилось. Ну а теперь по старой традиции auf Wiedersehen и до свидания. Мои дорогие, любимые подписчики и зрители моего канала.